Всем привет! Это канал Неместный, и с вами Аделина. Константин у нас немного приболел, но сейчас он уже идет на поправку, он восстанавливает свои силы и здоровье и присоединится к нам в следующем выпуске. А сегодня мы с вами прогуляемся по вечерней набережной города Батуми и посмотрим, как много здесь людей и что из развлечений предлагают туристам и местным. Поехали! 30 минут или 31, да. Не привлекает внимания и не вызывает желания встать рядом и сфотографироваться. Я не сяду, я потом не соберу ни я себя, ни вы меня не соберете. Начнется наша прогулка, конечно, в одном из самых популярных частей набережной – это морской порт. Здесь собираются туристы, чтобы отправиться на морскую прогулку. Большое количество катеров, яхт, кораблей в виде пиратского судна. Поэтому здесь вы точно выберете, на чем, ну и куда вам поехать. Здравствуйте. Прекрасно. Моя самая красивая яхта стоит... Какая? Diamond. Самая красивая яхта на земле. Только у меня и у Абрамовича. Сколько Стоит самый 150 красивый? лари за всех полчаса. За четверых полчаса. За всех. А куда везете? Везде, куда хотите. А дельфина, есть вероятность, что их увидел? Я только что зашел, если мы нам надо били. Но гарантию не дам. Ну понятно, 30 минут. Или 31, да. Ну а дальше мы с вами отправляемся по самой набережной, пробираясь сквозь людей. Сегодня выходной день, хотя какая разница в курортном городе, правда? Мне кажется, сезон здесь каждый день – это выходной, это праздник, и людям всегда есть чем заняться, куда сходить, где погулять. Здесь, в самом начале набережной, условно обозначим это так, находится также большое колесо обозрения, на котором вы можете прокатиться. Давайте узнаем, сколько же стоит билет на колесо. 10 лари один? Билет 10 лари. Всего 10 лари, и вы катаетесь на этом большом колесе обозрения. Кабинки здесь открытые. Поэтому, если у кого-то есть страх высоты и нужна безопасность такая 200% из 100, наверное, вам будет здесь не по себе. Но в целом, да, мне кажется, нормально. Ну, дверца же закрывается. Главное держаться покрепче. Так что идем дальше. Как и в любом курортном городе, на каждом шагу здесь сувенирная продукция. Ну и, наверное, да, вы можете, если прилетели уже в Батуми, можете забрендироваться, купить себе, например, бейсболку или головной убор другой с надписью «Джорджия», «Батуми». Вот, и ходить. Приедете домой, потом все поймут, где вы были, чтобы точно где-то отдыхали. Вау, меня чуть не сбили. Чем ближе к закату, тем людей становится все больше, видимо, все уже позагорали, пришли домой или поели, а сейчас собираются на вечерний променад на набережную. И я считаю, это отличная идея. А мы сейчас с вами зайдем в магазин сувениров и посмотрим, а что же вообще предлагается в магазинах. Гамаджабад. Конечно же, это брелоки всевозможные. Стоимость брелоков 7 лари. Здесь, кстати, это сборная по футболу Грузии в этом году вышла в евро. Это прям очень так масштабно праздновалось. Конечно же, магниты 4 лари и 7 лари. Магнитов просто великое множество. Что здесь еще есть? Сумки вот такие вот.
Кстати, это вообще вот очень удобная вещь, мне кажется. Ее можно купить и носить везде, она всегда пригождается. Я вообще как-то купила в Стамбуле, и теперь хожу всегда и везде, и вот стираю, ничего ей нет. Стоит она 20 лари. Есть вот такие вот. Глобус 15-20 лари. Вот такие вот штучки с изображением Али и Нино. Ну вот, магия. Стоит это 15 лари. Всевозможные зажигалки, статуэтки Али и Нино 20. Вот такие вот небольшие, 15. Кружки 15 лари. Ну, такие вот маленькие, кофейные даже, можно сказать. Ну вот носки с хинкалями, мне кажется, это вообще вот просто привезти и не говорить, скажи, откуда ты приехал, откуда привез сувенир, не говоря ни слова. Но здесь написано хорошо. Вот с хачапури есть. Вот даже говорить ничего не нужно, просто привезти, и тебе скажут мадлоба. Вот здесь также большие сумки, шкатулки в виде граната 40 лари, пепельницы всевозможные. Неужели их кто-то еще покупает и везет? Но раз продаются, значит да. И вот такие вот перечница в виде хинкали 30 лари. И много-много-много еще всякой мелочевки, которые вы можете привезти и подарить. Ну а мы идем с вами дальше. Какой-то вот мы попали на участок, где людей совсем мало. Здесь мы видим башню Алфавит. Вот на эту башню вы можете подняться на самый верх. Там установлен лифт. Более того, вот, кстати, сейчас я вам покажу. Вот можно увидеть, даже он едет. Лифт этот везет вас на предпоследний этаж. Дальше вы выходите, пересаживаетесь на другой лифт, я имею в виду, и попадаете на самый верхний этаж, где находится ресторан, кафе и смотровая площадка. Но я не знаю, как сейчас. 2 года назад, когда мы поднялись на эту башню, купол вот этот вот круглый был такой мутный, и вот эти вот конструкции ромбовидные на нем на самом деле перекрывают весь вид. Я не могла даже сделать качественное фото или видео с видом, потому что все перекрывали вот эти вот ограждения, конструкции. Я подумала, зачем? На тот момент один подъем стоил 40 лари. Сколько стоит сейчас, я даже не знаю. Проходить, наверное, не будем. Хотя, почему не будем? Давайте пройдем и посмотрим. А сколько сейчас стоит подняться на башню Алфавит? Мне даже самой интересно стало. Но выглядит она, конечно, эффектно. Стоимость подъема на самый верх башни Алфавит 20 лари на человека. Вот, видимо, сумма за двоих 40 лари у меня в памяти и осталась. 20 лари, вы поднимаетесь наверх башни Алфавит. Конечно, никакого депозита в ресторан, который находится наверху, здесь нет. Вы отдельно там все приобретаете или не приобретаете, если не хотите. Это не является каким-то обязательным условием. И, кстати, Алфавит, она называется не просто так. Может быть, кто-то не заметил. Давайте я вам подскажу. Вот видите, вот эти буквы. Да, это буквы грузинского алфавита. И они очень ярко и красиво освещаются ночью. Это так здорово, когда популяризируется культура, национальный язык, даже алфавит. Это прям очень классно. Мне кажется, это тот самый момент, где я бы поставила лайк, потому что мне это очень нравится. Вот такие проекты я однозначно поддерживаю. Но мы идем дальше. Закат к нам подкрадывается все ближе. Надеюсь, вам будет видно, слышно все, что происходит здесь после заката. Давайте посмотрим, что вообще меняется от разных частей набережной. Популярные экскурсии. Здесь вы можете выбрать себе то, что вам нравится.
Ну и сразу контакты, как вы можете связаться и заказать себе экскурсию. Цены, конечно же, никто не пишет, потому что они варьируются от количества человек, от сезона, от популярности, как ярко светит солнце, и кажется, что совершенно ничего уже не видно. Популярная качеля с надписью «Батуми». Обычно мы с вами видим в городах надписи, да, такие там «Батуми», прям буквами, и там «Лав» или «Сердечко». Ну, уже такое, ну надоело, ну, уже вот не привлекает внимания и не вызывает желания встать рядом и сфотографироваться. А вот такая штука, да еще и с качелей, конечно, людей здесь всегда много, желающих покататься, пофотографироваться. Покататься мало у кого получается, потому что всегда стоит очередь. Ну и как бы ты успеваешь только присесть на эту качелю, сделать фото, спрыгнуть и пойти дальше. По всей набережной установлены вот такие вот питьевые фонтаны. Нажимаете, и течет вода, опускаете, и вода прекращается. Так что это очень удобно. Люди продолжают еще находиться, отдыхать на пляже. Что там делать? Уже сейчас, ну, наверное, ждать закат. Еще посмотрите, на каком классном инструменте играет. Это ханг. Вот такой потрясающий артист сидит на набережной, играет на ханге. Очень классный инструмент. Еще мне понравилось, однажды я увидела, как в сочетании с фортепиано. Это было чудесно. Ну, конечно, на набережной огромное количество всевозможных перекусов. Так что голодными вы точно не останетесь. От салатов до сэндвичей, круассаны, аппетитные, скажу я вам, семиты. Ну, начинаются развлечения. Вот такой вот есть аттракцион. Не совсем понятно, что здесь надо делать, но стоит это 5 лари, 2 удара. Я так понимаю, сбить надо бутылки. То есть ноль затрат вообще на это все дело. Ну, разве что сварить ворота и купить 2 бутылки. Так, вот мальчик купил себе 2 удара. Сейчас он будет бить. Ну вот. Ну что-то, значит, там не получилось. Здесь продают очень много бижутерии всевозможной, сувениры, игрушки. В общем, чего здесь только нет. Вот еще один питьевой фонтан и пирс. Людей здесь, конечно, я здесь только не видела вообще. Вот такой вот пирс, конечно, здесь красиво наблюдать за закатом. Такое место, его нельзя назвать уединенным, потому что ты здесь всегда среди огромного количества людей, но все же, наверное, это романтично. Вот такая вот штука, как и везде вообще, как, не знаю, в Казани у нас тоже стоит такой аппарат, но в нем ничего не видно, потому что все закрыто, пока ты не положишь сюда денежку, а именно 1 лари стоит понаблюдать за морем. Может быть, увидите дельфинов, и тогда не нужно тратить деньги на поездку на яхте. Пирс очень большой, на самом-то деле. То есть толкаться вы здесь точно ни с кем не будете, но виды обалденные. И закатное солнце. И очень страшно не выронить камеру. Конечно, людей на пляжах становится чуть меньше, и большинство из них уже не купаются, а просто пришли на закат на море. Но, тем не менее, купающиеся тоже есть. Вода, видимо, уже теплая.
еще в Батуми открываются вот такие вот атмосферные места. Мы здесь еще не были, но выглядит это очень классно. На берегу моря спокойная обстановка. Да, здесь музыка. Это не живая, но мы видим сцену, значит, живая музыка здесь тоже будет. Также есть комната с играми, возможно сюда сдать своих детей и пройти туда. И напротив здесь прям гастровейв, тоже место, где вы можете перекусить. Сделали это тоже только в прошлом году, вот так вот красиво украсив это имитацией зелени всевозможной, птиц. Выглядит это классно и привлекает внимание. Конечно, мимо пройти сложно и не остановиться, хотя бы чтобы не понять, а что это вообще такое. Прямо здесь на набережной вы можете сделать себе тату временное. Вариантов очень много. Подходите, выбираете. 5 лари. И 5 лари это стоит. Вот такая вот средняя татуировка. Мадлоба. Ну вот, 5 лари и татуировка уже на вас. Если кто-то боится, но очень хочет сделать постоянно, сделайте временную. Посмотрите, как скоро она вам надоест, как быстро вообще перестанете ее замечать и скажете: фух, хорошо, что она временная и совсем скоро сойдет на нет. То, что через каждые 50 метров это, конечно же, вода и мороженое. Мороженого здесь на набережной очень много разного вида. Более того, есть даже кафе специализированные, где только мороженое, но при этом именно там вы можете остановиться и его поесть. Вот такое вот двухэтажное кафе. На втором этаже люди останавливаются, смотрят опять-таки на закат. Это очень красиво, правда, выглядит. И работают они, кстати, с 8 утра до часа. Прикольно. Ну и вот здесь как раз мы видим большое количество разнообразного мороженого. Какого здесь только нет. Мне кажется, самые популярные виды здесь точно присутствуют. Более того, здесь есть даже кинзмраули с вином. 4,50 это стоит. Ну и я думаю, что если там вино, значит это будет очень даже веселое мороженое. Поэтому приходите, выбирайте на свой вкус. О, есть даже Рафаэлло, представляете, это же очень такое вкусное тропическое мороженое. Нутелла, кофе и разные другие виды. Вот такие вот кладут его чаши, либо это может быть рожок. Ну и, конечно, здесь также есть напитки, капучино, чай, фраппе и прочее. Сэндвичи и десерты. Ну а мы идем дальше. Главное, что в этом месте очень приятно наверху вот такая вот терраса, где можно посидеть. А посмотрите, какой красивый сегодня закат. Мамма мия, мне очень нравится. Ну, а также вы можете взять на прокат велосипеды, самокаты и вот такие вот электрокары. Их здесь тоже много. Стоимость одного электрокара 20 лари, 40 минут поездки. Это дороже, чем самокат, зато как будто бы больше удобства и больше количество людей туда влезают. Вообще, чем ярче загораются фонари, тем более людей становится. И вот есть такие развлечения. Не совсем понятно, что с этим делать, но стоит это 50 лари. И вот, видимо, нужно прокатиться на велосипеде. Вот так. Смотрите, переворачиваясь вправо, левая. Левая это правая. Смотрите. То есть, а вы сами можете? Да, конечно, могу. То есть это реально все проехать? Реально, да. Это я могу доказать. Давайте. Нужно держать баланс и иди довести велосипеду после этого платформы. Ну, смотрите. Вот То есть так. он крутится неправильно, наоборот? Неправильно, наоборот, да. Левая, правая, левая, и надо вот прямо. Так. Вот так. Прямо или лево, право, лево, право. Ну вы прям очень легко проехали. Я против, да. Это... Дайте я попробую покручу. Конечно, я это...
Так. камермен и Я не сяду. Я потом не соберу ни я себя, ни вы меня не соберете. Держите. Спасибо. Счастливо. Удачи вам. Но вы молодец, научились. Значит, это реально. И пробуйте, пробуйте, и у вас, может быть, тоже получится, Мадлоба. Ну, не знаю, я бы, конечно, не рискнула. Там буквально проехать 3 метра, но вот не у всех получается. А дальше здесь начинается еще большее веселье, потому что тут уже установлены вот такие вот большие батуты для детей. Наверное, только для детей. Стоит это все 10 лари, непонятно за какое время. Ваших детей можете оставить здесь, а сами идти гулять по набережной. Но вообще людей, как можете заметить, становится все больше. Выходной день. Такие вот машины есть, на которых вы можете покататься. Ни разу не видела, чтобы катались. И вот такая классная штука. Это, похоже, что-то новое. Ранее мы такого не видели здесь. Типа виртуальной реальности 360. Сколько это стоит, непонятно. Прайса здесь нет, но вот такое вот установлено. И вообще надо бы, конечно, попробовать, потому что это очень интересно. В формате с очками виртуальной реальности вы попадаете куда-то. Куда-то, что выберете. Вот, а еще есть вот такая вот штука. Казалось бы, лестница, и вот по ней можно забраться наверх. Не у всех получается, но если она здесь стоит, значит кто-то все же по ней проходил и забирал приз. Гамарджабад. Реально вообще пройти это? Реально. Вы сами проходили? Да. Каждый день. Ходите? Ну пройдите, покажите. Иди, попробуй. Не, я нет, почему я-то? А вы покажите. Да, я покажу. Интересно. Ну вот сложно, я вижу, что это очень сложно. но возможно. Ну да, тренировка, наверное, нужна, еще и координация. А в чем секрет? Секрет это левая нога, правая рука. Нужно по диагонал, по краям. По краям соблюдая. Левая нога на край, правая рука вот сюда. Смотри, по диагонал, по краям. Потом менять на следующую ступеньку. Вот так. Мы придем выигрывать медведей. Иди, я снимаю видео. Да нет, все, я пошла. Спасибо, Бадлоба. Пожалуйста. Ну что, все для вас. Упускаю столько возможностей, потому что я хочу, чтобы этот выпуск вышел все-таки, чтобы я его сняла до конца, и он вышел. Вот такая вот, мы называем ее ромашка. Не знаю, как это здесь звучит, аттракцион, но похоже та же самая ромашка, которая раскачивает вот эти вот качели, висящие на тонких тросах. Давайте посмотрим, сколько это стоит. Да, стоимость 10 лари покататься вот на этой вот ромашке. Но людей набирается много. Может быть, она хорошо и долго раскачивает. Набережная стремительно наполняется людьми. Вот сейчас начинается как раз тот участок самый оживленный. Вы видели, да, предыдущие участки, когда мы шли, людей было куда меньше. Вот здесь уже становится шумно, здесь уже становится, чем ярче зажигаются фонари, тем больше становится здесь людей. Гамарджабад. Вот, а еще есть вот такие вот тиры. Вот видите, люди правда в них играют, люди правда в них стреляют и, наверное, даже что-то выигрывают. Выигрывают игрушки, наверное. Ну и вот что-то есть. Здесь еще и дротики, ну прикольно. Ну вот это вот тоже увлечение такое на набережной. Очень много здесь вот таких вот груш висит. Вот люди играют в волейбол. И здесь, и беседки, и сеткой прям активно. Здесь же очень удобно офис продаж Альянс Групп. Да, вы можете купить здесь сразу себе недвижимость, прогуливаясь. Вдруг вам сразу приглянулся настолько Батуми, что вы захотели здесь жить. И вот прям сразу здесь, на набережной, импульсивная покупка в виде квартиры. Отголоски заката. Очень красивые. Вот даже сейчас на камере видно. Это потрясающий оттенок.
Соки очень вкусные. Будете, если в Грузии, обязательно пейте вот такой вот свежевыжатый гранатовый сок. Цен здесь нет и никого вообще нет. Ну окей, вот такие вот мы с вами видели ранее уже электрокары, на которых вы можете покататься по всей набережной. Но, конечно же, не вот здесь, не на этой территории, а на специально отведенные дорожки. Мы приближаемся к части набережной, которая выходит на Орби. Орби-Сити, если кто не знает, это вот эти вот высотные дома, наверное, одни из самых популярных домов в Батуми, потому что на всевозможных билбордах, рекламных афишах изображены именно вот эти вот здания Орби-Сити. Здесь живая музыка, люди сидят, отдыхают. Oh, this is not Turkish. This is Georgia. Yes, Turkish. No, Georgia ice cream. Ice cream, Turkish ice cream. Oh, okay. How much Turkish ice cream? Normalde 10 lari. Visitleri sana 5 lari. Oh, 10 lari. Yes, sana discount, sana 5. 5 lari. Yes. Oh, no. Madloba. No. Gel, where are you from? Teşekkürler. Вот так. Скидки. Понимаем, да? Скидка 10 лари. 10. Вам скинули за 5 лари Turkish Ice Cream. Что-то мне подсказывает, что это ни разу не Turkish Ice Cream, что это все-таки Georgian Ice Cream. Хотя это они тоже вкусные. И вот здесь привлекло мое внимание вот такие вот картины. Цена вот на них есть, например, маяк 60 лари. Поменьше вот пчелка 40 лари. Батуми-Сити 55 лари. Алинино, конечно же, 60 лари. Очень красивые работы. Ну и такие прям вот национальные грузинские мотивы. Увезти из Грузии вот такую вот картину, как мне кажется, будет куда интересней, куда памятнее, чем Магнит, наверное. Ну, конечно, не забываем торговаться. Цены, которые указаны, это все здорово, но мы можем, наверное, может быть, кто-то будет принципиален, но я думаю, что мы можем везде торговаться. Вот как мороженое, которое с 10 лари нам скинули до 5 лари. Соответственно, также мы можем снизить еще какую-нибудь цену. Здесь же поющие фонтаны. Прям с видом на Орби. Вот люди на них смотрят. Вид сами можете видеть, какой он красивый. Мне кажется, это тот самый рекламный просто вид Батуми. Играет классическая музыка, и фонтаны в ритм взмывают вверх. Затем потоки воды падают вниз, образуя такой вот ритмичный танец. И вот здесь уже начинается веселье. Вот здесь батуты, какие-то для малышей совсем. Есть вот такие вот электромобили, но прям очень мало для них места. Картинг, я не знаю, можно ли назвать это картингом, учитывая, что здесь очень-очень мало. Наверное, да, это картинг. Но площадка маленькая, автомобилей мало. И вот так вот все это дело работает. Очень громко. Мы с вами убежим отсюда. Вот еще есть такие развлечения на воде. Вот такие для совсем малюток. Самы, видимо, большеротые. Но слушайте, ромашка здесь, это очень популярно. Стоит она также 10 лари. Здесь же вам сделают татуировку. Если вы под адреналином вышли с этого аттракциона и сделали себе временное, но тату. Так, плотно становится очень тесно на набережной. Вот это то самое время, когда пустынная днем набережная начинает жить свою яркую туристическую курортную жизнь. Корабль, который делает солнышко. Вот сейчас туда только посадили людей. Сколько это стоит? Корабль стоит 10 лари. Круглая тарелка стоит 15 лари. И 10 лари стоит вот такой вот, где он там молот, как рейнджер вот такой вот. И еще одни батуты.
Конечно, что еще нужно детям? Вот эти классные штуки, вот такие вот батуты. Они на самом деле и для детей, и для взрослых тоже хорошо. Давайте спросим, сколько стоит. How much? 10 лари. Мадлоба. 10 лари стоит такой батут. И здесь цепляет, вон девушка прыгает, и, соответственно, вы можете также попрыгать, не будучи ребенком. Мини, просто ромашка на минималках, но это совсем для деток. И вот опять, видите, опять тир, и здесь даже очередь. Ну, то есть это, мне кажется, радости, очень много радости. Мне кажется, это самый популярный вообще аттракцион, который здесь есть, это тир. А есть снова еда, всевозможные хот-доги, перекусы, мороженое, попкорны. Вообще, именно фудкорт на набережной очень и очень развит. Здесь еда и напитки просто на любой вкус, большое количество кафе, ресторанов, просто лавок с едой, с перекусами. Кафе становится еще больше, таких интересных именно прибрежных кафе, очень стилизованных. Вот, например, Монтана. Отсылки к GTA, как будто бы. Здесь уже элементы олдскула. Вот такое вот атмосферное место. Есть тоже отдельно прям Апероль Тайм. Это, наверное, какой-то брендированный шатер. А вот здесь Миама, это вот как раз-таки такой барчик. Выглядит он классно, мне нравится этот бар. Вот просто даже визуально, когда мимо проходишь, он привлекает внимание. И вот такие вот сооружения, вот такие конструкции на набережной, мне кажется, очень интересными, нежели просто какое-нибудь там, не знаю, помпезное кафе с колоннами. Не знаю, по мне вот такие вот смотрятся круче. Ну что, до конца набережной мы с вами, конечно же, не пойдем. Почему, конечно же? Потому что очень-очень долго туда идти. И я думаю, вам лучше приехать сюда и прогуляться по этой набережной самим прям до конца, насладиться вот этой атмосферой, окунуться в вот это вот веселье, в эту беззаботность, ту самую морскую, не знаю, как ее еще назвать. Я вот иду уже, сколько, я не знаю, километров этой набережной я прошла. Наверное, около 5, может быть, 4. И людей становится все больше. Везде, любой ларек, любые даже вот такие импровизированные на лавках торговые места сейчас наполнены людьми. То есть людей действительно очень и очень много. И так, конечно же, будет не всегда. Так только в сезон. А сезон длится, но еще до октября, я думаю, он будет точно. Ну, а потом улицы набережные начнут пустеть. На пляже останутся только экспаты и местные жители. Поэтому каждое лето мы наблюдаем вот эту вот очень такую в какой-то степени безумную от радости набережную. Поэтому приезжайте в Батуми, приходите на набережную, почувствуйте эту атмосферу, окунитесь в этот вайб и отдыхайте. Потому что Батуми – это лето, Батуми – это море, Батуми – это гостеприимные люди и вкуснейшая грузинская кухня. Ставьте лайк этому выпуску и пишите в комментариях, может быть, мы зря не дошли до самого конца набережной, и там нас ждало какое-то удивительное шоу. Хотя мы прошли с вами большую часть и увидели, я думаю, все виды развлечений, которые можно здесь встретить. И вообще, как здесь обстоят дела, сколько здесь людей сейчас в самый разгар сезона. Увидимся в новом выпуске.